Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз, старинный цыганский пасьянс. Что произойдет? Что произойдет или случится до конца июля? Давайте с вами узнаем. И неожиданные события в ближайшем будущем. У нас два расклада в одном. Первый – это пасьянс, и именно на событийный ряд, а вторая колода Таро нам прояснит, что ж там в неожиданностях. И пусть это будут приятные сюрпризы. Новолуние в знаке зодиака Лев – нас может где-то так активизировать в плане наших желаний. Тут самое главное про себя не забыть. Все-таки этот момент, он имеет место быть. И ведь это энергии самовыражения. Они могут сопровождаться как и сильными эмоциями. Мы можем, кстати, столкнуться с разрядом людей, которых мы называем токсичными, но нас и самих накрывать эмоции тоже могут. Почему? Потому что что-то надоело. Но ситуации-то ведь разные, да? Может быть, и приходится брать какой-то компромисс, но тогда надо понимать, зачем мы это делаем. Может быть, это и внешние события, но мы на них не влияем. Я должна сказать, что и бывшие могут вернуться. Планетарные транзиты этого времени, с одной стороны, складывают уже для нас какую-то новую палитру, с другой стороны, энергии новолуния решимость придает. Но есть у нас еще и другие транзиты, которые могут для нас вернуть что-то из прошлого. И будьте внимательны. Может быть, как на доработку, а может быть, и это по части личной, к примеру, истории, если вы уже знали, что была проблема в отношениях. Значит, нужно быть реалистом. Но вы как раз реалисты, мои дорогие. Если были проблемы, они никуда не уходят. Ну, тогда может быть заключительный аккорд. Но это так в целом энергия. У вас выпадает сразу вот первое значение – радость, венок, приятная новость. Это то, что вас радует. Это то, что вдохновляет, придает сил. Что-то у вас получается. Открыты дороги вам, мои дорогие девы. Буквально. Или к вам кто-то едет, или вы куда-то перемещаетесь. Иногда это как жизненный путь. Что-то более важное, нежели до конца июля, да, вот если мы говорим жизненный путь. Ну, наверное, не для всех, потому что конкретно бокал – гости. Или вы в гости, или к вам гости, ну вот как-то так. Это может быть и, кстати, с работой связано. Почему я такое допускаю? Может быть, даже проверяющий какой-то приходит. Но тогда для вас, мои дорогие девы, тут что-то складывается в красивый узор. Значит, благодаря как и дипломатии, и вот вашему вот такому, ну, где-то практичному складу ума, и одновременно по Меркурию, когда вы сумеете и чувствовать собеседника, и понимать вообще, к чему все идет, или откуда у проблемы ноги растут. Вот тут вы видите все в комплексе, и поэтому вы для себя что-то тут очень хорошее можете на этой неделе совершить. И как пространство вам подыгрывает, сказал бы так. Да, тут могут быть какие-то официальные согласования или визитеры официальные, или вы сами. Может быть, это не взаимосвязано, да, вот как путь, дорога, гости, аркан, точнее, значение. Открытая книга – это учреждение. Учреждение, как и высокие инстанции, когда мы отправляемся к чиновникам, но это могут быть учреждения образования. То есть мы что-то делаем официально. Получение документов может быть и так. Получение денег даже. Вопросы, как банки могут быть, тем более со значением деньги. Или решение финансовых вопросов. Причем, смотрите, в нашем раскладе, пасьянсе, мы можем соединить крайние ряды. И у вас дерево, вот листва, это ожидание. Может быть, долгий период вы ждали какую-то бумагу, вы ее теперь получите. Или у кого-то деньги загуляли, где-то задержались. Сбой электронных систем, может быть, произошел. Может быть, и не электронных, а по какой-то еще причине. Гонорар там, может быть, вы занимаетесь творчеством, тоже подзастрял, но это то, что вы заработали. Вот именно какое-то ожидание у вас подходит к концу. А еще у вас, посмотрите, полный вперед, хочется сказать, мои дорогие девы. Солнце. Видимо, какая-то тема, она примет более четкие очертания. И тут не время оставаться на вторых ролях. И, безусловно, по новолунию это наша самодостаточность. И когда мы для себя хотим сделать больше плюсов, нежели быть где-то как между, да,
Может быть, прежний период были вы вынуждены соглашательскую какую-то политику занимать, но вот теперь для вас вырисовывается все в каком-то более конкретном виде, свете. С одной стороны, не то сделала, вам выпадает свеча — это спокойное течение жизни, и тут же солнце. Вот само по себе, как новолуние, и еще я должна сказать, такие солнечные яркие энергии до конца июля, потому что солнце у нас во льве. Лев — это где-то прообраз нашего эго, и поэтому для себя самого или самой определить, что же важно для вас. Не утрамбовывать какую-то проблему или даже если мы вынуждены, может быть, была такая ситуация между молотом и наковальней, когда мы так находились, мы так ощущали, что бесконечная какая-то дипломатия, то теперь мы понимаем, зачем это все было нужно. Теперь мы понимаем, что вот именно шаг за шагом, благодаря вашей настойчивости, вашей выдержке, вы нейтрализовали какую-то, может быть, сложную ситуацию. И это для вас сразу открывает новые горизонты. Именно благодаря тому, что вы где-то не поторопились в прошлом, потому что у вас сейчас на самом деле что-то складывается в хороший узор. Поэтому как бы вот эта двойственная политика или дипломатия, вам ее рекомендуют на пользу самому себе или самой себе употребить. А вообще я должна сказать, и спокойный какой-то период, и одновременно с какими-то приятными встречами, с приятными, может быть, согласованиями, договоренностями, когда вы чувствуете свою силу, мои дорогие девы, и это волшебно. Поэтому, как любой период, он у нас не длится долго, и значит, всегда так, жизнь наша, она циклична. Поэтому в этот период не наступить на горло собственной песни, а понимать, в каком же направлении иду я, хотя может захотеться расслабиться. Вот почему я говорю. И если какие-то моменты вам не нравятся, то, кстати, вот я сейчас увидела, да, с одной стороны венок, а с другой стороны череп. Череп — это не есть какая-то конкретика. Перевернем назад. Это наши переживания. Получится, не получится. Смогу осуществить, не смогу. Сможете. Как будто, ну, знаете, пустые переживания. Абсолютно. Поэтому и даже если есть какой-то разговор, важная тема, то красиво, дипломатично, для пользы самого себя или самой себя вынести на поверхность, чтобы больше было ясности. Вот ясности может быть больше по всем жизненным фронтам, как и по бумагам, документам или инстанциям, по деньгам, ну и по личной жизни, может быть, взаимодействие, самое главное, по каким-то важным ориентирам, как минимум на 6-8 месяцев вперед. Пока с вами говорила, ага, вот, еще у вас совпал якорь, уверенность, благополучие. Это, ну, когда и сегодня мы чувствуем, знаете, какую-то твердую почву под ногами и понимаем, что все идет в том ключе, когда вы можете на это влиять. Да, дипломатия помогает, но когда мы ее несколько рассматриваем с позиции собственного благополучия, буквально так. И еще одно значение, смотрите, ангел. Есть тот человек, который к вам относится искренне, который вас воспринимает таким, какой вы есть, попросту, который вас любит. А я бы еще сказала, ангелы, силы небесные вам помогают, мои дорогие девы. Поэтому с энергиями новолуния тут никак нельзя, ну, какую-то просто соглашательскую политику проводить. Как будто вот-вот ваш выход на авансцену, мои дорогие девы. Слушайте свою интуицию, безусловно. Это я уже даже не про пасьянсы, не про карты, потому что есть для вашего знака зодиака вообще до конца 2025 года, что даже если вам и приходилось адаптироваться к чему-то, то следом идет организация жизни в новом ключе. И помощь здесь — это вы сами себе помогаете. И в первую очередь это интуиция. Ну, даже нечего сказать, карта мага. Может, и приходится, опять же, да, с кем-то договариваться. Ну, куда ты денешься? По аркану маг — это великий практик. Хоть и думают иногда, это про магию. Ни разу. Потому что это практика и материализм, как ни странно. Я оставила эту карту, видимо, приходится. И вам где-то выбирать разные фарватеры, договариваться. Но вы хорошо понимаете, зачем вам это нужно. Давайте мы узнаем. Неожиданные события, хотя для мага нет ничего неожиданного. Хотя я могу, знаете как,
Это как подсказка, вот я оставила. Вы доверяйте себе. Я как раз говорила про интуицию, об интуиции точнее, и вам перевернулась эта карта. И она вот так вот перевернулась и оказалась сверху колоды. Так вот, мои дорогие девы, если вы раньше думали, например, ну, именно как больше наш мыслительный процесс, и мы не могли понять, что это вообще, откуда приходят ко мне такие знания, или мы не могли понять, что такое вообще эта интуиция, как это переложить на практику. А интуиция– это интеллект и наш прежний опыт. Опять же, к практике можем свести. И если прежде нам что-то казалось, то здесь мы учимся доверять самим себе. Мы понимаем, нет, это не казалось, это на самом деле мой интеллект и прежний опыт, вот этот великолепный тандем, мне давал правильные подсказки, как будут складываться события или как мне правильно действовать. И по королю мечей, это правда у кого-то могут быть важные консультации, согласования, встречи с разного рода чиновниками, влиятельными людьми, с теми людьми, которые, возможно, статусом, может быть, даже выше стоят, чем вы сами по лестнице иерархии или имеют какие-то большие полномочия. По королю мечей это еще и те люди, эксперты, которые знают, как разрулить правильный вопрос. Это может быть и чиновник, к которому вы можете обратиться, а он знает именно, как решить вашу эту проблему. Или пусть ступенчато пройти какой-то путь, такое тоже могу допустить. Но, значит, есть какой-то рационализм. Опять же, это холодные мысли, холодная голова. Видимо, есть то, что нужно вот через неожиданность, пусть это какой-то тонкий нюанс, который вам нужно учесть. С другой стороны, по этой карте у нас проходят еще люди, ну вот как и при форме, при погонах, и тут у каждого по-своему. Это как и охрана правопорядка, при форме это могут быть и врачи. И значит, если мы про закон, то мы должны понимать, как работает закон. Если есть недомогание, то не надо самому додумывать. Опять же, все рационально, все хладнокровно. Обратиться к врачу, чтобы пройти обследование или понимать наверняка, не приблизительно, не в догадках, а пора вот как будто прояснить какую-то тему для того, чтобы было больше ясности. А если вам человека посылает судьба, значит, он вам зачем-то нужен. Нулевой аркан, смотрите, первый и нулевой. Правда, какой-то дежавю может быть к той истории. Это вы можете даже сейчас получить, знаете, как фору вперед. Прежние, ну, не складывались так события. А здесь вам пространство вернет, может быть. И если возвращаются, как в виде людей, я уже сказала, значит, не случайно. А если как на доработку возвращают ситуацию, значит, у вас есть новые возможности решения ее. И перед вами открываются все горизонты. Ну, первая карта мага. Как будто первая карта мага, а потом возврат. Это мы ведь смотрим неожиданности. А по нулевому аркану это хаос перед началом творения. Вот какой-то хаос у вас не просто заканчивается, а может быть даже как будто возвращается для того, чтобы вы внесли больше ясности и опять же порядка в вашу жизнь. Что еще в неожиданностях? Ну вот нечего мне добавить. И карта Солнца. Выбор правильного направления. Да, тут и наши эмоции могут так тоже, эго все-таки, да. Но, видимо, в этот период у вас очень продуктивный период, мои дорогие девы. Посмотрите, карта Мага и карта Солнца. Тут и жизненные силы, тут и активность, и вы знаете как. Главное, и вы-то тоже имеете рычаги влияния. Все-таки маг. Пусть это скрытая энергия, где-то то, что в тени, но маг умеет то, что в тени тоже сделать так, что по факту это будет как снаружи. Но каждый будет думать, что это он принял такое решение. Безусловно, идут манипуляции по этому аркану, но у вас как будто выбора нет. Потому что, знаете, либо превратится какое-то дело в сплошную полемику, и будет какой-то хаос, да, вот такое ведь тоже может быть. Потому что сколько людей, столько мнений. Вы видите рационально, а другие, вот они вообще не видят. Или каждый там думает свое, каждый видит по-своему. И несмотря на то, что там кто-то что-то подумал, или вот вам нужно, понимаете, это, и главное, у вас к этому есть как и предпосылки, как и помощь, словно высших сил, да, по ангелу мы говорим, так и ресурсы вам дает пространство, Вселенная, чтобы быть счастливым. Это даже так вот более глобально, потому что то, что вы сделаете, предпримете,
или какие-то важные беседы, согласования. Это для вас открывает как новые врата будущего. Вот такие волшебные энергии. Ладно, давайте мы с вами узнаем, как знаки судьбы, ну, как подсказка, карта совет. Именно через знаки, на что обратить внимание. 3 карты достанем. Хотя нам все уже рассказали. И правда, дополняет карта 20-го старшего аркана. Это теперь, как, знаете, звуки волшебной флейты, да, как у Моцарта. И, кстати, эта мелодия, если мы переложим на древние ордена и вообще, как создавалась эта мелодия, тут очень интересная история. И имеет эта мелодия волшебное значение. Художник нам в карте Таро, на мой взгляд, попытался передать это, когда теперь у вас как возрождение, перезагрузка, совершенно другой жизненный этап. И что там было в прошлом? Ай, да ну его. Махнуть рукой и пойти дальше. И если все же нулевой аркан, да, мы говорим, что-то вот как дежавю возвращается, это лишь для того, чтобы вы какой-то сыграли последний, заключительный аккорд и завершили какую-то ту ситуацию, которая вам тоже надоела. В вашей жизни ничто не случайно в этот период, мои дорогие девы. Знаки судьбы, вторая карта. Есть какое-то правильное взаимодействие, жизнь с правильной ноги. Если приходится быть дипломатом, договариваться, да, какие-то подписывать соглашения, вы понимаете, зачем вы это делаете. Ну, правда, карта мага, посмотрите, у вас много старших арканов. Мы достали всего-то с вами 6 карт, а из них, мои дорогие, у вас получается только одна карта короля мечей, карта рационализма, экспертности, которая из младших арканов, все остальные старшие. Тут на вас влияет пространство, вселенная, обстоятельства, какие-то новости, может быть, и выглядит как чехарда для непосвященных. А вы, как посвященные, мои дорогие девы, вы все понимаете. Откуда ноги растут у этой ситуации? Или почему сложилась такая обстановка по отношениям? Да, ведь тоже где-то иногда карта влюбленной старшего аркана говорит, что мы перед выбором. Но я не могу сказать, что для вас это какая-то сложная ситуация. Для вас это не выбор, а скорее как новые энергии дипломатии или новые возможности. А для кого-то из вас может быть и личная история, правда, с тем человеком, который возвращается обновленным в вашу жизнь. И я такое тоже допускаю. Третья карта как знаки судьбы. Ну, каждый будет предпринимать тут что-то свое, да. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Вот мы с вами достали, обратите внимание, 7 карт. И 2 карты только младших арканов. Какие-то рациональные решения, рациональный выход из сложившейся ситуации. И если вы будете завершать что-то, да, вот все-таки по 8 кубков мы завершаем. Мы сами уже отвернулись из прошлого. И, может быть, прежде мы что-то сохраняли, может быть, мы долгое время были вынуждены балансировать. Очень часто предшествует какой-то сложный период 8 кубков. Это где-то были, с одной стороны, и иллюзии. Или наши иллюзии, что мы поступаем правильно. Это было все прежде. Может быть, и были наши сомнения, что и неправильно, в чем-то мы ошиблись. Но теперь точно момент истины, момент ясности. Он наступает. Поэтому тебе отсюда только вперед. И если даже мы по отношениям, мы ведь все разные, расклад общий. Кто-то, если мы переложим на палитру личной жизни, да, тут могут вернуться люди, вот как из прошлого, или в партнерских отношениях та персона, с которой у нас уже были какие-то контакты. Но именно вы, только вы, мои дорогие девы, будете решать, готовы вы что-то продолжать или вы что-то будете заканчивать. И словно любое ваше решение, оно будет обусловлено не эмоциями, нет, оно рациональным подходом, какой-то правильностью суждения. И вам отсюда полный вперед, опять же, какая-то перезагрузка, потому что у вас теперь иные задачи. Все-таки аркан Солнца говорит, что мы идем вперед. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу искренность, за то, что смотрите мои видео. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.